В городе Любек на севере Германии полиция раскрыла крупный канал поставки в Россию технологий двойного назначения в обход санкций, пишет об этом издание «Политику». Но давайте проведем свое рассмотрение, как это вообще, что произошло, с чего начиналось и как там появились шпионы, которые работают с Россией. Больше того, заведено серьезное уголовное дело. Итак, хроника событий по делу Global Trade в Любеке. Почему это крайне важно? Потому что не так давно, буквально вчера или позавчера, депутат Госдумы высказался, что из-за того, что Украине помогают определенные страны, например, Польша, надо бить по их инфраструктуре, по железной дороге, по которой ходят поезда с людьми и детьми. Ну, мол, двойное назначение. Так что вот он так высказался. Я еще со своей стороны сказал, что в таком случае есть смысл бить по странам, ну то есть как бы в его понимании, значит надо бить и по тем странам, которые, например, что-нибудь поставляют в Россию, в силу того, что в России жлобье и варье вытолкало всех талантливых людей и сами ничего произвести не могут. Да, правильно же я понял его, значит, депутата Госдумы. Ну а теперь давайте посмотрим, какие могут быть страны задействованы, по которым, видимо, Украина, с точки зрения логики депутата Госдумы России, может наносить полномасштабные удары, как он говорит, по инфраструктуре, по железной дороге. Знакомимся, любопытно. До 2022 года компания Global Trade из Любека спокойно торговала с Россией напрямую. Ну, все было законно. Вывозила товары без особых проблем. Февраль 2022 года. Россия начинает полномасштабные боевые действия против Украины. Евросоюз вводит санкции, прямые поставки в Россию становятся невозможны. Конец марта 2022 года. Никита С., 39-летний немецко-российский гражданин, становится управляющим директором и единственным акционером Global Trade. По версии следствия, именно в этот момент компания перестраивается под новую схему. С этого момента Global Trade перестает отправлять грузы напрямую в Россию. Вместо этого товары идут через третьи страны. Третьи страны, напрягитесь, Госдума вам что-то недоброе готовит. Ну, правда, руками, видимо, Украины. Ну, тут двойная мораль не подойдет. Рекомендуют они так поступать. В первую очередь через Турцию. Турция, знаешь, будьте здоровы. По железным дорогам, по вашим, в Госдуме Российской Федерации рекомендуют бить, значит, вооруженным силам Украины, видимо. Через Турцию идут. Основным транзитным хабом выступает турецкая фирма MR Global. Ключевым российским партнером становится московская компания Калаврат, она же Сидериус, которая уже находится под санкциями США. Следствие считает Калаврат центром всей цепочки сети для российского ВПК. Сотрудники Калаврата получают доступ к почте Global Trade, писали поставщикам от имени немецкой компании под вымышленными именами, размещали заказы. Что поставляли? Микроконтроллеры, электронные компоненты, датчики, преобразователи, шарикоподшипники, механические детали, осциллографы и другое измерительное оборудование. Часть товаров попадала на предприятия, связанные с ядерной программой, в частности с ВНИА. За годы работы через эту схему прошло около 16 тысяч поставок на сумму минимум 30 миллионов евро. Конечными получателями стали как минимум 24 российских оборонных предприятия. Друзья мои, Госдума требует от Зеленского вдарить по Турции. Ну, так получается, если я правильно понял, товарищи депутаты. Для маскировки использовали подставные фирмы в самом Любеке, фиктивных покупателей в ЕС и за его пределами. Чистые документы без упоминания России между вывозом из ЕС и приходом в Россию делали паузу в 5-10 дней. Расследование длилось 4 года. Немецкая разведка BND внедрилась в Калаврат. Внедрилась она в Калаврат. Сразу вспоминаю фильм с этим «Внедряешься». Получила доступ к внутренним заказам, переписке и таблицам, в том числе к списку заказов Никиты. 2 февраля 2026 года провели первые крупные обыски и арестовали 5 человек, включая Никиту С., Бориса М., Евгения Р. и других. 18 мая 2026 года, сегодня утром, около 6 часов, Никиту С. задержали повторно возле отеля Radisson Blu Сенатор в Любеке. Вместе с ним ненадолго задержали его спутницу Ольгу С., которая, по данным следствия, работала из Москвы и получала фото товаров и накладные. Сейчас Никита С. арестован.
Следствие продолжается, возможны новые задержания. Такая новость, друзья. Конечно же, я со своей стороны добавил про высказывание Госдумы, ну, чтобы было, наверное, понятно, почему народ ее называет Госдурой, потому что это отдельные события, что-то можно, что-то нельзя, кто-то сражается, пытается себе завозить, потому что испоганил уже собственную страну, систему, образование, науку, потому что им надо, чтобы у них дети были в пилотках, а не в знаниях. Как результат, такие дела, и самое главное, такие дела бьют по развитию. Они не должны бить, потому что должна быть самодостаточность, должны быть внутренние научные исследовательские институты, школы, образование, не мигранты в школах, бьющие ногами девочек. Образование там должно быть, там учителя должны быть, не мигранты, которые не отпускают детей в туалет, потому что, там, не знаю, что им там, ослик не разрешил, я не знаю, в кого они там верят. То есть не безумие должно быть ради того, чтобы заменить местное население на неместное. Должно быть уважение к своему народу. Надо давать ему возможности, перспективу, удочку дать, да, как по притче. То есть, чтобы они могли образовываться, чтобы они могли что-то творить, решать, приходить на выборы раз в 4 года и выбирать нового президента. И тогда бы все было, скорее всего, замечательно. Наверное, да, но я пример привел для этого. А так, сам по себе факт, я его скорее такого решил провести его перепроверку фактов, пока проводил, оказалась довольно любопытная, криминальная довольно-таки история. Увидимся, берегите себя, и вот так вот, такой мир нынче.